Готовлю шоколадный тортик. Сочный, в меру сладкий, попадаются целые вишенки. Делается быстро и из дешевых продуктов. Использую 2 крема из творога, а второй из сметаны. А вы на канале готовим с вами вместе. Сначала тесто для коржей. 2 яйца, 200 грамм сахара, ванилин или ванильный сахар, щепотка соли и взбиваю. Нет, все-таки миксер. Взбиваю до побеления массы. По рецепту 200 мл кефира, но у меня кефира не было, поэтому всеми забытый подкисший несладкий йогурт. Мука 200 грамм, чайная ложка соды. Перемешиваю соду с мукой, так сода лучше работает. 2 столовые ложки какао, тоже перемешиваю с мукой и содой, чтобы избежать комочков какао. Растительное масло любое 50 мл. У меня подсолнечное рафинированное. Чтобы мука с какао не разлетелась во время включения миксера и потом не мыть пол кухни, я сначала, не включая миксер, перемешиваю все венчиками, а потом уже включаю миксер. Вот такая шоколадная масса красивая получилась. Если у вас пергамент не силиконизированный, лучше смазать его сливочным маслом. Форма у меня 20 на 20, квадратная, неразъемная. И чтобы легче было доставать испеченные коржи, я отрезаю 2 прямоугольника из пергамента соответствующего размера и укладываю их крест-накрест. Половину теста я выливаю в форму и распределяю во все уголочки и разравниваю. Отправляю в духовку на 30 минут при 180 градусах. Пока корж печется, делаю творожный крем. 150 грамм творога 9%, 1,5 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 столовая ложка сметаны 20% и 2 чайные ложки вишневого варенья. Взбиваю миксером. Чем дольше взбиваю, тем текстура становится более гладкой. А теперь сметанный крем. 5 столовых ложек сметаны 20%, 2 столовые ложки сахара. Взбивать этот крем не надо. Нужно хорошенько перемешать сахар со сметаной и оставить, чтобы сахар разошелся, а перед применением слегка взбить. Первый корж испекся. Берусь за 2 бортика верхнего куска пергамента и переношу корж на тарелку. Пусть остывает. Укладываю в форму еще 1 лист пергамента, у меня силиконизированный, и выливаю оставшееся тесто. Также разравниваю и проверяю, чтобы попало во все уголочки. В духовку при 180 градусах на 30 минут. Достаю из формы. Первый корж уже остыл, освобождаю его от пергамента. Беру нож подлиннее и разрезаю его на 2 коржа вдоль. Вот так. Начинаю собирать тортик. На тарелку выкладываю немного сметанного крема для того, чтобы тортик не скользил по тарелке и нижний корж не был сухим. Первый корж уложила. Сверху на него половина сметанного крема. Хорошенько промазываю края, чтобы не были сухими и невкусными. Дальше второй корж. Немножечко прижимаю. А теперь сделаю пропитку. Эта чашка у меня 150 мл. 2 десертные ложки варенья вишневого. Доливаю водой, около 100 мл получается. И 1 десертная ложка коньяка. Пропитываю корж. У меня пропитки хватило на 4 пропитывания. Если не хватит, можно сделать еще. Второй корж еще не совсем остыл, он еще теплый, но я его все равно разрезаю вдоль на 2 коржа и раскладываю, чтобы остыл. Продолжаю собирать тортик. На пропитанный слой укладываю творожный крем, не жалея. У меня крем ушел не весь, осталось где-то треть. На творожный крем выкладываю вишни из варенья. Вишня у меня без косточек. Ягодки слегка прижимаю. А теперь пропитываю нижнюю часть второго коржа.
Она более плотная и более сухая. И она ляжет на творожный крем. Вот так. Опять слегка прижимаю, чтобы коржи плотно укладывались и не разъезжались. Верхнюю сторону этого коржа пропитываю, а затем выкладываю оставшуюся часть сметанного крема. Не жалею. И не забываю про края, чтобы они были сочными и вкусными. И, наконец, последний корж. Верхушка тортика. Ее тоже хорошенько пропитываю. А теперь сварю шоколадную глазурь. 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки какао. Перемешиваю венчиком, чтобы меньше было комочков, и постепенно вливаю 80 мл холодного молока. Ставлю на средний огонь, постоянно помешивая, варю глазурь. В процессе добавила еще 2 столовые ложки сахара. Варю, пока не загустеет. Еще горячей глазурью начинаю покрывать тортик. Не только сверху, но и со всех сторон. Прикрываю белый крем и какие-то неровности. Вот такой красивый блестящий торт получился. Ночь провел в холодильнике. Нарезаю, пробую. Восторг. Очень вкусный, нежный, сочный шоколадный тортик. Спасибо за просмотр. Комментарии, лайки, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!